Преждевременный климакс. Симптомы, причины, решения. Официальный возраст менопаузы, климакса по науке – это 52 года. Но есть женщины, у которых менопауза наступает сильно раньше, даже 40 лет, когда они еще ничего не думаешь. Это явление называется ранний климакс. Сегодня мы обсуждаем, что влияет на возраст наступления менопаузы, почему она у кого-то наступает раньше, можно ли как-то предсказать этот срок заранее и можно ли как-то отодвинуть климакс. Меня зовут Юлия Щербатова, я кандидат медицинских наук, я главный врач клиники. Кстати, есть онлайн-тест, который может примерно предсказать, есть ли у вас скрытые признаки менопаузы и насколько вы к ней близки. Ссылку на этот тест вы найдете в описании под этим видео. Почему случается ранний климакс? Факторов на самом деле очень много. Это генетическая предрасположенность, это хромосомные заболевания, аутоиммунные заболевания, это заболевания щитовидной железы, ожирение, сахарный диабет. Иногда бывает причиной, что вам просто по какой-то причине удалили матку или яичники. Лучевая терапия и химиотерапия тоже снижают овариальный резерв. Еще опухоли мозга, такие как аденома гипофиза, вирусные инъекции или даже сильные эмоциональные потрясения. Как же диагностируют раннюю менопаузу? Если у вас не было менструации в течение 3 месяцев, то срочно идите на прием к гинекологу. Есть такая стандартная для климакса симптоматика, по которой можно узнать климакс. Это снижение либидо, потому что снижается уровень тестостерона, который отвечает за как раз либидо в женском организме. Это сухость во влагалище, это приливы, недержание мочи. Ночные вставания в туалет, их быть точно не должно. Женщина чувствует, что она не в ладах с собой, со своими эмоциями. Все это повод пойти на внеочередной прием к гинекологу. И обязательно сдайте анализы. Если у вас такие показатели, как ЛГ и ФСГ, достигли верхних уровней и стали даже выше, то это проблема, это симптом наступающей менопаузы. Также нужно обязательно сделать УЗИ. В норме у вас вместо 5-7 фолликулов в яичниках осталось 2-3 или вообще не определяется. Помните главное, что результаты анализов и исследований трактует только врач, и только он может поставить правильный диагноз, а также назначить правильное лечение. Как лечат раннюю менопаузу? Если нет противопоказаний, например, эстрогензависимых опухолей, то пациенткам с ранней менопаузой рекомендуют менопаузальную гормональную терапию. Сокращенно это называется ЗГТ или МГТ. Восполнение недостающих гормонов и выравнивание их баланс убирает приливы, жар, эмоциональную неустойчивость, разного рода дискомфорт в пищеварительном тракте и во влагалище. Также ЗГТ возвращает либидо, снижает риск остеопороза, это вымывание кальция из костей и риск переломов, и много чего еще. Я знаю, что сейчас многие захотят написать мне в комментариях, и напишите, что они боятся гормонов, что это зло, что это рак и так далее. Здесь я подробно рассказываю о заместительной гормональной терапии и о том, что из всего того, что они пишут в интернете, правда, а что мифы. Помогают ли контрацептивы избежать климакса? Есть такой распространенный миф, что когда принимаешь комбинированные оральные контрацептивы, мы еще их называем КОК, то яичники якобы отдыхают, и это помогает отодвинуть наступление менопаузы. На самом деле климакс наступит в том возрасте, в каком это заложено вашей природой. И сохранить количество яйцеклеток это тоже не поможет. Кроме того, если вы давно принимаете КОК, и, то есть у вас не происходит физиологические менструации, вам очень сложно будет отследить начало своего климакса. Можно ли предсказать срок наступления климакса? Да. Для этого необходимо сдать анализы на антимюллеров гормон. Это гормон, который синтезируется органами репродуктивной системы и отвечает в том числе за формирование полуэмбриона, а также за формирование и созревание фолликулов у женщин и сперматогенез у мужчин. Также понадобится сдать лютеинизирующий гормон, сокращенно мы называем его ЛГ, и фолликулостимулирующий гормон ФСГ. Важно проверить, не выше ли они референсных значений. Обязательно нужно сделать еще УЗИ, на котором гинеколог поможет посчитать количество ооцитов в норме у женщин репродуктивного возраста. Их до 8. В 40-42 года мы уже начинаем видеть снижение до 2-3. В 45-47 лет может быть всего 1 фолликул. А бывает так, что овариальный резерв на ультразвуке уже не определяется. Хотя менструации могут еще продолжаться. Это, кстати, ответ на вопрос в комментариях тех женщин, которые убеждены, что раз у них есть менструации, то до климакса еще далеко. Нет, это не так. Вы также можете пройти тест, о котором я упоминала в начале. Ссылку на него я оставила специально в описании. С определенной долей вероятности он поможет предсказать, насколько вы близко к климаксу. Нужно ли бояться менопаузы и как лечить ранний климакс? Бояться ранней менопаузы, конечно же, не нужно. Мы все равно не сможем догнать ту лошадь, которая скачет впереди. Но что мы можем сделать? Мы можем значительно улучшить качество своей жизни в этот непростой период. Именно паузальная гормональная терапия тут нам в помощь.
В первую очередь она поможет поддержать нормальный уровень гормонов. А это и есть та женская красота, о которой мы все мечтаем. Это состояние кожи, волос, ногтей, костей и качество жизни, отсутствие нарушений сна, приливов, перепадов настроения, недержания мочи и тому подобных прелестей. И, наконец, самое главное и значительное – это снижение рисков для нашего здоровья, остеопороза, переломов, злокачественных новообразований, деменции и многого другого, о чем я рассказываю в другом своем ролике гормональной терапии. Когда начинать принимать гормоны? Это одновременно сложный и простой вопрос. С одной стороны, по официальным рекомендациям начинать заместительную гормональную терапию при менопаузе нужно лишь после того, как уже год нет месячных или когда есть тяжелый климактерический синдром. Гинекологи определяют его с помощью специального опросника, так называемой шкалы Грина. Но с другой стороны, любой врач понимает, что весь этот целый год женщина может сильно страдать от симптомов дефицита гормонов. От приливов, от бессонницы, от сухости влагалища, от отсутствия влечения, набора массы тела и прочих симптомов. Поэтому правильно начинать гормональную терапию превентивно и ориентироваться в этом вопросе на обследование и симптомы, то есть на клиническую картину, а не дожидаться, когда закончится месячный и пройдет еще целый год. Вы можете своевременно отследить у себя эти симптомы, в числе которых укорочение цикла, иногда даже на 2-3 дня, не больше, сухость кожи, перепады настроения. В некоторых случаях гинеколог может даже сразу не назначить вам гормональную терапию, а подобрать лечение индивидуально, исходя из вашего состояния. Например, если мы уже видим, что цикл сократился на 2-3 дня, но есть еще неплохой фолликулярный запас, можно поддержать функцию яичников и назначить не гормоны, а плацентарные препараты и витамины. И перейти к гормонам, когда начнутся задержки месячных, когда появятся первые приливы, первая повышенная потливость, особенно по ночам. Потому что отмотать время назад мы не можем. И вернуть женщину в то состояние, которое было у нас раньше, не получится. Мы можем только притормозить ее в этом периоде, в котором сейчас женщина находится, не дожидаясь развития возрастных заболеваний или возраст ассоциированных, как мы еще их называем.